Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мой приятель решил с вами поделиться, как он печет кекс или пирог кофейно-карамельный. Честно скажу, я такое еще сам не пробовал, то есть я никогда такое сам не пек, но интересно посмотреть, как другие делают. Так что во время, когда я буду это видео делать, я буду оставлять вам комментарии, когда вы знаете процесс приготовления этого кекса или пирога. Так что давайте приступим. Я думаю, что будет очень интересно. Мне самому очень интересно смотреть, как это все делается. В первую очередь мы делаем сироп. Мы добавляем в кастрюльку сахар. Это коричневый сахар. Она немножко все должно раствориться. Да, мы добавим воду и кофейную эссенцию. Но когда вы на плитке, вы должны постоянно перемешивать, иначе она подгорит. Теперь наш сахар растворился, посмотрите, она коричневого цвета. И теперь мы медленно будем добавлять воду. Не забудьте все составляющие количество, сколько я добавляю, все это будет под видео. После того, как мы добавили воду, мы должны все это как следует перемешать, чтобы сахар, чтобы сахар растворился в воде. Получится такая карамель. Когда все это растворится, тогда мы добавим кофейную эссенцию. Посмотрите, так у нас растворился сахар, и мы добавили туда воду. А сейчас мы добавим туда кофейную эссенцию. Вот такую. Все сейчас как следует перемешивается. И все этот сироп мы зальем в форму для выпекания. Форму для выпекания мы обработали уже обмазали с маслом, но на всякий случай мы еще бумагой обложили, потому что я последний раз пек, у меня были некоторые проблемы достать мой кек с этой формы, так что в этот раз мы разложили бумагу. Теперь все это находится там, и оно аккуратненько мы обмажем, пройдем вот таким образом, обмажем все стеночки формы, и она будет стоять и ждать, пока мы приготовим тесто и остальные составляющие. Итак, карамельный сироп уже в этой форме, все уже промазано. Теперь вы приготовляете основное тесто и остальные составляющие этого кекса или пирога. Теперь мы приступим к приготовлению нашего теста. Мы добавили в блендер сливок, а теперь добавляем сахар и кофе растворимое. И мы должны заблендовать так, чтобы кофейные гранулы хорошо растворились. Сахар со сливками и кофе мы должны пропустить в блендер и смотреть, чтобы кофе хорошо растворилось. Теперь отделяем яйца, белок от желтка. Белок идет в миску, и желток идет в блендер. Теперь мы включаем блендер снова вместе с желтками. Все мы сделали до однородной массы. Теперь сахар и кофе все растворились, и теперь у нас получилась смесь сахар, кофе, яйца и сливок.
Вот такой должно получиться. Теперь мы взбиваем белки. Теперь мы добавляем ванильную эссенцию в те белки. И опять взбиваем. И медленно добавляем масло. Теперь сюда же в миску мы добавляем наши желтки с сахаром, со сливками из кофе. А в это время мы включили духовку на 180 градусов, чтобы духовка нагревалась. Теперь все мы опять взбиваем. А теперь мы добавим муку. Все составляющие, размеры, сколько нам надо, все будет подписано под видео. Теперь муку мы вмешиваем вручную в смесь с белками. Вот такая масса должна была у нас получиться. Так что мука вмешана вручную. А теперь мы это все заливаем в форму, где вот там у нас уже карамель. Теперь все наше тесто уже мы положили в форму, а теперь добавим вот эти карамельные кубики туда. Так, сверху посыпем. Еще раз справим немножечко, так чтобы все там, все карамельные кубики были в тесте. И начнем выпекать. Выпекаем при 180 градусов. У каждого духовки разные, так что по времени идет разное время. Я вам скажу, сколько у нас пошло. С Богом, выпекаем теперь. Итак, с духовки вытащили наш кекс или пирог. Это кофейно-карамельный кекс. Мы вытащили из духовки, он выпекался при 180 градусов 20 минут. Мы вытащили с формы и посыпали сахарной пудрой. Вот такое у нас художество получилось сегодня. А теперь мы разрежем маленький кусочек, посмотрим, что же у нас там внутри получилось. Он еще очень горячий, так что мы не можем положить взбитые сливки. А когда он остынет, тогда очень хорошо подавать со взбитыми сливками. Посмотрите, какой он пышный получился. Пышный. И вы можете попробовать. Так что теперь давайте попробуем, что же на самом деле у нас получилось. А теперь посмотрим, что же у нас здесь получилось. Честно скажу, мне самому не терпится попробовать. Я никогда такого не пробовал. Очень вкусный, сладкий. Дает кофе. На самом деле очень вкусно. Я вам советую, возьмите рецепт под видео, попробуйте взять. Я уверен, вам это понравится. Только один совет. Когда он остынет, подавать лучше всего со взбитыми сливками. Сейчас он еще горячий, мы не стали сюда взбитые сливки ложить, потому что хочется попробовать и показать вам то, что получилось, какой результат у нас получился. Но очень вкусный. Я скажу спасибо моему приятелю, что он это решил поделиться своим рецептом. А на этом я хотел бы пожелать ему самого наилучшего.
Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Я буду очень признателен, если поддержите меня и подпишитесь на мой канал. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. И приятного вам аппетита.